Показываю вам эту красоту. Посмотрите, как красиво. Очень нравится мне такой принт. Нежный, травяной. Даже не знаю, что здесь нарисовано. Какая-то такая луговая трава. Все, ткань обязательно продекотировать. Лучше намочить и отутюжить. Складываем лицо с лицом. Ширина ткани 1,50 м. Мы взяли, вернее, 1,5 метра. Надеюсь, нам хватит. Ну, как бы 2 длины считается для блузки. 2 длины. Вот. Все ровненько укладываем и раскладываем лекало. Хочу показать вам раскладку. При объеме груди 108 такая конфигурация блузки с цельнокроенными планками ложится в одну ширину только если положить валетиком. И при условии, если сложить так, что одна кромка нижняя выходит относительно верхней сантиметра на 4. И кромки тоже будут участвовать в создании суппатной застежки. По-другому нужно брать 2 длины именно на полочку. Но, к сожалению, так. Поэтому я раскладываю таким образом. Рисунок помогает мне в этом. Слава богу, он не специальный, ни в одну сторону. И полочку и спинку я раскладываю в одну ширину. И затем на другом участке буду раскладывать рукава. Есть нюансы, которых я хотела бы вам рассказать и показать. Вот это непосредственно воротничковый дублерин. С этой стороны клей, и он беленький, такой плотненький. То есть одна часть у меня будет выкроена из него, а другая просто вот таким тоненьким трикотажным. Этого будет достаточно. Так вот, что я хочу посоветовать вам. Сначала вырезайте дублерин, а потом его наклеивайте на ткань, тем более на шелк. И уже относительно этого дублерина нужно будет вырезать. На камеру я не хочу это делать, потому что это все нужно делать очень осторожно. А вы сначала, вот как я, видите, уложили стоечку. Стоечку вырезали без припусков. И строчить будете около. Вот. И как хотите, удобное вам расположение. Можете так, можете, как мы его строили с вами. Как удобно вам, как не жалко ткань. Либо второй способ, вы дублируете весь кусочек, из которого будете выкраивать. Так тоже очень удобно, просто не экономно. Но все это возможно. Либо первый способ, либо весь кусочек, и из него вырезаете. Тогда шелк не двигается, он не живой и вырезается очень четко и ровно. Итак, я хочу вам показать, вот, что мелкие детали из шелковой ткани, такие как воротнички, можно выкраивать, если сверху приклеить дублерин. Вот. И обязательно нужно проутюжильник положить на ткань и на дублерин. Дублерин я вам уже показала, тоненький трикотаж. Вот таким образом вы приклеиваете через проутюжильник для того, чтобы трикотаж хорошо приклеился и не скользил. Вот, приутюжили. А теперь укладываете уже зафиксированный шелк, сгиб, как я уже говорила. Сверху выкройку, в моем случае я только что выкроила. И вот таким образом уже с припусками сантиметровыми вырезаете. Это очень-очень удобно, так как ткань уже стабилизирована и не будет никуда двигаться. Пользуйтесь, пожалуйста. Все детали продублировали. Манжет, ширина его где-то 7,5 сантиметров, согнутый пополам. Сначала я дублировала тонким, а сверху воротничковым одну сторону. Это манжеты.
Значит, это стоечка одна, просто обычным дублерином. Это стоечка вторая, проклеена трикотажным и сверху воротничковым. И также две детали, одна с воротничковым, а вторая просто обычным трикотажным. Это отлеты воротников. И теперь нужно обязательно сделать усиление планки. Извиняюсь, утюг, видите, разогревается у меня. Я беру левую половинку и там, где будут пуговицы, вырезаю полоску воротничкового дублерина. И вот здесь у меня рассечка, которая сгиб теперь от полузаноса, укладываю и вот так приклеиваю его. По нему будет заворачиваться, а этот участок тоже заворачиваться. И приклеиваю вдоль борта от рассечки до рассечки. Усиливаем, потому что здесь будут пуговицы. А на другой стороне будут петли. Можно сразу заутюжить этот край по желанию, но я сейчас не буду. Покажу вам, как нужно проклеить ту другую половинку. Все, одну часть проклеили. Теперь берем вторую. Вот так она выглядит. Здесь тоже есть рассечка на тех же самых местах. И нам нужно от рассечки до рассечки. Я взяла вот так бежевый дублерин. Укладываю его от рассечки до рассечки и дублирую полностью всю ширину, которую мы закладывали. Излишки обрезаю. Это как раз таки получается кромка дублерина. И именно по этой линии, по этому участку будем носить линии для дальнейшей заутюжки. Нам поможет в дальнейшей работе. Аккуратно все укладываем, отрезаем. И приутюживаем. Все, теперь переворачиваем на лицо, излишек обрезаем. Теперь по схеме, которую мы с вами делали, вот сантиметр нужно заутюжить вовнутрь, вот этот. Значит, отступаем сюда 3 сантиметра и заутюживаем вот так. Укладываем. И вот по этой схеме, которую я вам давала, начинаем заутюживать поэтапно. Правую часть я заутюжила. Вот что получается: подогнутый край. Вот и здесь тоже заутюжено. И не доходит до борта 5 миллиметров, как я вам показывала. Ну а другую часть и так понятно. Просто заутюживаем сантиметр вовнутрь. Начинаем собирать блузку. Что сделали? Стачали выточки с одной и с другой стороны. Затем заметали левую сторону планки. Не заметали, а уже застрочили, потому что она ничему нам не помешает. А вот левую сторону я только сметочными стежками сделала. Смотрите, вот так называемая бабочка. Смотрите, вот так складывается. И затем будет отворачиваться в эту сторону. Нам нужно обработать край. Поэтому я не могу сейчас настрочить перед обработкой самой планки. Нужно застрочить край. А для этого нужно примерить и наметить петли, на каком расстоянии, где будет удобно. Вот здесь будут петли на вот этой части. Вот. И поэтому я сейчас пока все сметываю. Конечно, остановлюсь на планке поподробнее. Сметываю для того, чтобы примерить блузку. Для этого
рукава стачиваю выточки. Ну, это не выточка, а так называемый реглан поверху с одной и с другой стороны. И значит, та сторона, которая идет кпереду, приметываю рукава с одной стороны, затем с другой стороны. И то же самое делаю со стороны спинки. И потом соединяю по боковому сметочными стежками. И готовлюсь к примерке для того, чтобы определить глубину горловины и дальнейшее втачивание в горловину самого воротника. Вот так. Если рассматривать блузку на данном этапе, то она выглядит следующим образом. Передняя половинка, затем рукав, реглан и потом спинка. И также продолжается с другой стороны. И для того, чтобы соединить ее, блузку, нужно сложить рукав, вот так спинку и сметать по боковому. Вот. И тогда только примерка, конечно же. Заготавливаем воротник. Детали воротника состоят из двух частей отлетной части и две части стоечки. Они продублированы, как я вам уже показывала. Обязательно у каждой детали находим середины и ставим рассечки внизу и вверху. Здесь и то же самое вот здесь. Все детали обязательно должны быть четко выкроены. И теперь для того, что сначала заготавливаем вверх, а потом стоечку. Для этого нужно обтачать, уложить лицо с лицом и обтачать вот так вокруг буквой П. Воротничок обтачали. И теперь разворачиваем таким образом, чтобы вот этот нижний воротник в его сторону отогнуть шов и настрочить в край. Он закрепится и позволит нам очень легко отутюжить отлет по верхней части. Вот как выглядит отутюженный воротник. Аккуратный отутюженный воротник. И теперь нам нужно, чтобы верхний воротник был больше, чем нижний. Для этого все нужно осноровить. То есть отступить буквально на 3 мм дальше. Сначала выравниваем его с нижним, а потом от нижнего отрезаем буквально 3 мм. Это нужно для того, чтобы образовалась вот эта слабина, позволяющая красиво отворачиваться воротнику на спинку. То есть и теперь что получилось? Видите, один воротник короче другой, уравниваем и просто соединительной строчкой по краю соединяем. Теперь берем ту стойку, которая будет притачиваться к спинке, укладываем лицом кверху. Значит, совмещаем середины, а сам воротник заготовленный мы укладываем лицом вниз. И теперь от середины соединяем воротник. Дальше, чем стабилизирующая строчка. И мы четко попадаем вот сюда, смотрите, в рассечку, которую моделировали или конструировали. Ставим закрепку. И теперь нужно сделать то же самое с этой стороны. Уложить на рассечку вот здесь. И с этой стороны, уже можно по этой стороне или отсюда сюда, как вам будет удобно, точно так же притачать в эту же рассечку. Одну стоечку притачали, теперь сверху накладываем другой стоечкой, уравниваем все рассечки и соединяем четко по линии. Можно прям строчить по флизелину около него. Это четко наша выкройка.
и начинаем соединять. Я строчу всегда от середины. Точно так же в одну и в другую сторону. Желательно попадать в строчку притачивания. Поэтому можно строчить и по этой стороне. Так будет удобнее. Наверное, я так и сделаю. Вот так. Попадаем в строчку. И теперь, в зависимости от формы воротничка, вот так округляем. Теперь то же самое делаем в другую сторону от середины. Вот что у нас получилось. Теперь на данном этапе можно все приутюжить. И важно, прежде чем пришивать, все сравнить между собой. Вот эти уголочки, чтобы были абсолютно одинаковые, вот так выровнять, все проверить. Вот, потом приутюжить. И предварительно на вот этом участке рассечь аккуратно. Близко не обрезайте на вот этом участке, просто приблизить к строчке и рассечь вот так с одной. И то же самое мы делаем с другой стороны. Поближе обрезаем, при условии, что у нас все ровно. И вот здесь делаем рассечки. Выворачиваем все на лицо и воротник приутюживаем. Можно даже выметать, чтобы было все четко и аккуратно. Итак, для примерки я блузку сметала. Для меня было важно определить место расположения пуговиц. Вот здесь вот стоит закрепочка для меня, для того, чтобы понять, где первая пуговица, где вторая. Приметала воротник просто сметочными стежками, тоже для понимания картины. Так блузка выглядит со стороны спинки. Вот, определила длину рукава, и теперь полностью отпарываю воротник для дальнейшей обработки планки. И начинаем обработку всей блузки сначала с планки. Мы ее заутюжили, вот так она выглядит. И теперь нужно прокладывать строчки и обрабатывать низ. Вот эти уголочки. Приступаем. Итак, я полностью всю рубашку распустила по сметочным стежкам и соединила уже стачным швом и обработала на оверлоке. Это передняя половинка, сзади плечевой, спинка. Ну и точно так же с другой стороны. Не забыла стачать выточки уже нужной мне длины, так как примерка произошла. И что я хочу сказать. Вот на данном этапе нужно обработать планку. Планку мы с вами заутюжили. И я ее заметала для примерки. Теперь эту нитку нужно вытащить, заметанную. Наметила петли и на обычном машине вот наметила первую петлю и через каждые 7,5 сантиметра отложила 7,5. Это так получилось у меня. Вы когда будете примерять, у вас может другая быть величина и 6, и 8, в зависимости от роста. И сейчас на этих местах я сначала сделаю петли, а потом только буду давать строчку по центру складки. Вот. Петли я буду выметывать с изнаночной стороны, потому что при складывании этой складки они становятся лицевыми, то есть их больше всего видно. Устанавливаю обычным способом. Край самой лапки идет по краю бортика и просто нажимаю кнопочку, петля у меня автоматическая.
Получается вот такая петля аккуратная. Ее достаточно вытащить, ну, обрезать ниточки и все. Вот она должна быть чуть-чуть больше, чем сама пуговичка. Конечно же, я сначала попробовала размер, нашла вот на отдельном кусочке, какой мне понравился. И, конечно, тот же и установила. Следующая петля у меня будет ниже. Вот, я наметила ее. Я точно так же устанавливаю под лапку. Все то же самое. Можно даже не обрезать ниточки. Нахожу край, устанавливаю по борту планку. Вот так. И выметываю. Все то же самое. Расстояние между петлями, как я уже сказала, в моем случае 7,5 сантиметров. Итак, петли я выметала с изнаночной стороны. И теперь нам нужно дать строчку, тем самым закрепить вот эту планку. Я делаю вот так по лицу, на расстоянии 2 сантиметров ставлю себе магнитик и просто даю строчку. Она будет внутри, эта строчка не лицевая. Это для удобства. Не забываем переустанавливать. Так, строчку я ставлю где-то в районе 3 и ориентируюсь на магнитик. Если вы заутюжили, то магнитом можно не пользоваться. Вот что получается, она закрепляет изнаночную сторону. Так делаю я. На самом деле эта строчка закрепляющая, и она не несет функцию основную, но помогает нам закрепить. Останавливаюсь я на расстоянии, потому что сейчас мы будем именно обрабатывать вот этот уголок правильно. То есть я останавливаюсь где-то в районе петли. Вот так это выглядит. И впоследствии она будет сворачиваться, смотрите. И потом по лицевой стороне мы еще раз закрепим планку. Но пока будем непосредственно заниматься вот этим уголком. Я предлагаю вам на расстоянии сначала 0,5 проложить строчку по низу, а потом на расстоянии 0,7 проложить строчку от низу. Это тоже ориентиры. Я сначала ориентируюсь на внутреннюю часть лапки и вот по краю даю строчку. Опять же, это стабилизирующая строчка, на которую мы равняемся. И потом на расстоянии 0,7. А 0,7 это край лапки. Вот так. И прокладываю также ровную строчку. Проложили. Теперь нам нужно красиво все оформить. Сначала оформляем вот эту часть, вот эту, а потом вот эту. Нам нужно, чтобы с одной и с другой стороны все легло красиво. Для этого внутреннюю часть выворачиваем и соединяем до вот этой заутюжки и строчим по второй строчке вот до сюда, до заутюжки.
Сделали. Теперь выворачиваем. Одну часть планки обработали. И теперь нам нужно обработать вот эту часть планки. Для этого сгибаем по рассечке и дострачиваем с этой стороны. И тоже до линии заутюжки. И тоже попадаем в ту же самую строчку. Вот, встречаются две планочки. Получается вот такой красивый уголок. Теперь ее можно ровненько заутюжить. Вот что получается. И внутреннюю часть планки, вот эту, мы заворачиваем вовнутрь. Он нам теперь не нужен, под планку. Можно вручную заметать. И теперь по лицевой стороне дать строчку. Но перед этим желательно хотя бы правую часть переда подвернуть и обработать. Для этого сначала подворачиваем по первой на строчке, а затем по второй и обрабатываем вот таким тоненьким московским швом. Для этого сначала вот так заворачиваем. Для того, чтобы не заметывать. И по первой строчке заворачиваем. И плавненько выходим. Сейчас я вот так сделаю. Выходим в первую строчечку вот сюда, вот этой нашей бабочки. Ну а вторую строчку мы прокладываем уже по краю. И вот так плавненько сходим на нет. Тоже даем строчку. Вот смотрите, я начала уже строчить. Вот такая строчка получается. Аккуратно заворачиваю. По краю иду. Ориентируюсь на внутреннюю часть лапки. А здесь в уголочке вот так держу пальчиками и попадаю вот сюда. Так, как мы заворачивали. Это отгибаем, чтобы нам не мешало. Ну и, конечно же, все нужно отутюжить. Вот что у нас получается. Вот такая подгибка, ее нужно приутюжить. А здесь у нас еще будет настрочка по лицевой стороне. Тем самым мы планку закрепим. Мы перевернем, смотрите, вот так перевернем, уравняем. И по лицевой стороне дадим строчку, где-то на расстоянии 2,5 сантиметра от края по лицу. Так выглядит планка внизу. Вот. И можно как с изнанки, так и с лица дать строчку практически вот в этот сгиб. Вот. Я думаю, что проще для новичков будет сделать по изнанке, ориентируясь на магнит. Устанавливаем магнит
на расстоянии 2 сантиметров от края. И стараемся очень ровно, заметав. Здесь я, конечно, сейчас заметала на шелке, не получается. На хлопке можно строчить без наметки. И даем строчку. Так выглядит с изнанки и так выглядит с лица. Теперь нужно приутюжить, планку завернуть, наметку убрать. Конечно же, она мне сейчас мешает завернуть. Убираем наметку. И теперь заутюживаем этот край вот на некотором расстоянии от борта. И застрачиваем по верху. Ставим закрепку. Вот как это выглядит. Ну и, конечно же, по низу то же самое делаем. Застрачиваем. Все. Планка потайная готова. Итак, правая часть у нас готова. И для того, чтобы все было ровно, мы левую с правой вот так уравниваем по борту. Плечевой с плечевым. И все аккуратненько вот так сводим вниз. И излишки, ну, то, что необходимо, намечаем иголочкой, вот так зажимаем. Вот что у нас получается. И точно так же, как я вам показывала, так я себе отмечаю, и точно так же, как я вам показывала, мы сначала прокладываем строчку на расстоянии 0,5, затем чуть дальше и подворачиваем, получаем подгибку низа. С другой стороны все то же самое, обязательно все выравниваем. После чего складываем рубашку или блузку по плечевому, по нижнему срезу рукава и по боковому, оставляя разрезы сантиметров 10. Края обрабатываем на верлаке, ну и нижнюю и заднюю спинку обрабатываем точно так же, как и переднюю. Для обработки срезов, разрезов по бокам я использую, у меня вот подходящая по цвету косая бейка хлопковая. Вот так, наверное, будет виднее. Вот, я ее укладываю, выпускаю немножко в длину. Вот, и прострачиваю где-то сантиметра 1,5. И прострачиваю от начала. Использую полупрозрачные нитки. Они подходят мне по цвету. Вот так. Укладываю. И строчу так, чтобы захватить нижний слой сразу. Подхожу к уголочку. Вот так. И теперь нужно сделать рассечку вот сюда, в самый уголок. Делаем небольшую рассечку. И теперь ровненько раскладываем. Вот так. То есть окантовываем. Аккуратно окантовываем разрез. Все вот эти ниточки нужно обрезать. И
тоже прострачиваем чуть-чуть дальше, сантиметр на 1,5. Обрезаем. Вот что в итоге получилось. И теперь плавненько укладываем одну на другую. Можно сейчас на данном этапе приутюжить. Укладываем одну на другую, выравниваем срезы и настрачиваем по краю отделочную строчку. Вот здесь закрепляем. Туда, куда поворачивается, туда и закрепляем. Все нужно уравнять. Шелк непослушный. Вот так. И теперь настрачиваю вот что получилось. Настрочили. И теперь нужно обработать вот эти уголочки. Уголочки обрабатываем простым способом. Просто заворачиваем вовнутрь. И даем строчку там, где у нас подгибка низа. Вот по этой строчке я даю. Только нужно все аккуратненько выровнять, чтобы ничего не торчало. Приметать для тех, кто не умеет строчить ровно. И, попадая в строчку, закрепляю. Здесь застрочила, а на этом участке подворачиваю и еще раз подворачиваю. То есть 2 раза подворачиваю. Вот так. И тоже закрепляю. И все. Разрез готов. И аналогичным способом обрабатываю, ну без вот этих краешков только, вот этим способом обрабатываю на рукавах разрезы. Пришиваем манжет. Для этого цельнокроенный манжет подворачиваю в сторону, где жесткий флизелин, и заутюживаю. Можно застрачивать, но он у меня и так держится. Теперь аккуратно вкладываю лицо с лицом вовнутрь рукава. Здесь обработанная шлица. У меня шлицы маленькие, всего лишь сантиметров по 7, не больше. Закладываем складочку на всю ширину манжета. Так как у меня манжет будет на запонках, я вот рассечки поставила, докуда у меня будет рука. Мне нужно, чтобы плотно-плотно она прилегала. И на вот этом месте будет запонка. Вот, я ее плотно укладываю вовнутрь, сверху рукава, лицо с лицом. Вот так. И притачиваю по нижнему срезу рукава шириной шва 1 сантиметр. Где-то так. Можно на ширину лапки. Я прикалываю иголками, можно приметать. И вот от рассечки до рассечки. Убираю все иголки. Они теперь не нужны. И теперь по сгибу перегибаю манжет. И вот начиная с лицевой стороны, от точки окончания притачивания, вот так, стачиваю уголок аккуратно. Буду делать это за камерой, потому что все-таки шелк скользит, и мне это делать нужно аккуратно, так как делаю в реальном времени. Вот с одной стороны
от этой точки до уголка, и с другой стороны то же самое. Уголки манжет я обработала. Теперь нам нужно подрезать вот эти участки. И здесь уголочек. И выворачиваем на лицо. Помогаем себе иголочкой вытаскивать уголочки. Можно помочь колышком себе. Вот что получается. То же самое с другой стороны. И теперь аккуратно вот так смотрится с изнанки, так смотрится с лица. Отстрачиваем по краю, можно приметать на этом участке. Вы отстрачиваете по лицу, тем самым закрепляя манжет. И вся технология. Я прострочила поверху, закрепляя внутренний манжет. Вот так у меня получилось. С этой стороны защипы и с этой стороны защипы. Ширина в моем случае вот здесь 10 сантиметров, итого 20. На месте будет петелька и непосредственно украшение. Приступаем к пришиванию воротника. И обращаю ваше внимание, что нижняя часть, вот видите, строчка, она идет по нижней части. Она чуть-чуть уже на 5 миллиметров, чем верхний воротник. Так нужно осноровить. Посмотрите, для чего это нужно. Воротник сшивается шириной шва 0,7. 0,7 завернуть из верхнего воротника очень сложно. Поэтому я оставляю всегда чуть больше, чтобы у меня была возможность завернуть чуть больше. Вот. Итак, нижний воротник укладываем на лицевую сторону спинки. Находим рассечку. Вот рассечка. Совмещаем эти рассечки. И от середины втачиваем на ширину шва где-то 0,7. Аккуратно совмещаем все контрольные точки по горловине. Край сгиба борта должен четко совпасть с краем планки. Совмещаем. И все это можно приметать. Так как я шью реальному человеку, я сейчас это все буду делать за камерой, притачивать. Как я обрабатываю воротники, очень много раз показывала. Это способ самый распространенный. Он очень простой. Вметываем осторожно. От середины всегда. И доходим до края борта и делаем закрепку. И все. И то же самое делаем в другую сторону. Стойку пришили по всей площади, по всей длине. Вот. И теперь нам нужно на этом участке аккуратно загнуть и приметать. Вот так это получается. И приметываем аккуратно, загибая вовнутрь край нижнего, вернее верхнего воротника вот этого. Заметываем так, чтобы строчка прошла в канавку. Можно и по воротнику строчить, но она должна быть равномерно, не должна прыгать вот так. Она должна ровно либо в канавку, либо по воротнику. Итак, стойку я приметала. Вот так это выглядит. Так со стороны лица. И теперь буду строчить вот отсюда, от планочки,
потому что, чтобы не набилось именно на краешке вот здесь. Можно как можно ближе, конечно, и потом закрепку сделать ручную, точечную, потому что она будет зажевывать. Теперь я пробую. Да. И вот она начинает у меня вредничать. Поэтому увеличиваю строчку и чуть-чуть продвигаю. Вот. И иду так, чтобы по краю лапки шел сгиб. И вот смотрю, немножко вот здесь съехала, здесь я перестрочу, там, где была закрепка. Стараюсь идти по самому краю. Нитки лучше потом связать. Ну вот, посмотрите, вроде бы аккуратно получается. Теперь я сметку всю вытаскиваю и приутюживаю. Осталось только сделать петли под запонки. Ну, это обычным способом просто. И все, отутюжить нашу блузку и показать, как она смотрится на модели. Ну все, блузка готова. Блузка с потайной планкой, с суппатной застежкой. Вот так выглядит в раскрытом состоянии. Рукав реглан, но реглан только до плечевой точки. С манжетами под запонку, то есть 2 петли с двух сторон, с разрезиками по бокам. Манекен немножко меньше, чем сама модель. Так со стороны спинки смотрится. Сбоку. Вот такая чудесная шелковая блузка. Если вам нравится эта блузка и вы хотите себе ее шить, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И, конечно же, шейте. У вас обязательно все получится.